Приветствуем вас, дорогие друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие в мир динозавров, эпоху, когда на Земле правили гигантские ящеры, а скорость и ловкость были ключевыми факторами выживания. В этом видео мы расскажем вам о самых быстрых динозаврах, которые когда-либо существовали на нашей планете. Мы поговорим о том, как эти древние рептилии адаптировались к своей среде обитания, какие особенности строения тела помогали им быть такими быстрыми и какие стратегические преимущества это давало в борьбе за выживание. Вы узнаете о таких знаменитых представителях древнего животного мира, как велоцираптор, струтиомим, галимим, компсогнат и других, не менее удивительных динозаврах. Готовы вместе с нами раскрыть секреты скорости динозавров? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А теперь поехали! В современном мире динозавров давно уже нет, поэтому узнать наверняка, какой динозавр был самым быстрым, очень сложно. Однако несколько групп часто называют серьезными претендентами на это звание. Конечно же, возможно, были еще более быстрые динозавры, которые не будут упомянуты в нашей десятке. Однако скорость многих доисторических зверей неизвестна, так как эта информация не упоминается в доступных источниках. Да и в целом исследование скорости древних животных – сложная задача. Ведь определить быстроту передвижения динозавров, от которых остались лишь кости, ой, как непросто. Тем не менее, палеонтологи используют сравнительный анализ современных животных, изучение ископаемых остатков и следов. Такие методы, как биомеханическое моделирование и анализ следов, оставленных динозаврами, помогают восстановить картину их передвижения. И нам удалось отобрать 10 динозавров, быстроту бега которых ученым удалось более-менее точно установить. Тираннозавр. Тираннозавры были одними из самых больших динозавров, жившие в конце мелового периода в западной части Северной Америки. Во взрослом возрасте они весили до 9 тонн, а их рост мог достигать почти 13 метров, и они с легкостью охотились даже на крупных животных. Однако размер тираннозавров был их главным недостатком. Из-за огромного веса они были не очень быстрыми, а бегать могли только трусцой и на небольшие дистанции. Поэтому в нашей десятке они занимают последнее место. Если бы среднестатистический человек каким-то образом встретил взрослого тираннозавра, у него бы с легкостью получилось сбежать от неповоротливого животного. Что уж тут говорить о рекордсмене Усейне Болте, который может пробежать 44 километра за 1 час. Так какую же максимальную скорость мог развить тираннозавр? После специального исследования, проведенного с помощью новейшей системы компьютерного моделирования, ученые Манчестерского университета пришли к выводу, что размеры и вес гигантского тираннозавра не позволяли ему передвигаться со скоростью больше 20 км в час. Что интересно, высокие скорости движения, скорее всего, и не были нужны тираннозаврам для добывания пищи. Все их потенциальные жертвы бегали медленнее. Еще некоторые ученые считают, что тираннозавры не могли долго бежать, но были способны на короткие рывки. Возможно, они использовали засадную тактику охоты и недолгие погони. Соответственно, пока утверждать, что короли мезозоя питались падалью, нельзя, так как скорости их движения вполне хватало для того, чтобы охотиться на крупную добычу. Цератозавр. Цератозавр – ранний хищный динозавр, обитавший в юрском периоде на территории США около 150 миллионов лет назад. Он вырастал до 7 метров в длину и 2 метров в высоту. Голова цератозавра была очень крупной для хищного динозавра средних размеров. И если тираннозавра вы легко можете узнать по огромным размерам, то цератозавра легко отличить от других динозавров по небольшому рогу на голове и 2 роговым выступам над глазами. Охотился на мелких зверей, но мог нападать и на крупных травоядных. Челюсти цератозавра отлично подходили для того, чтобы кусать и удерживать добычу, пока она не ослабнет. Его огромная пасть могла распахиваться необычайно широко. Самые длинные зубы были на верхней челюсти. Они глубоко входили в тело жертвы и не позволяли ей вырваться. Но чтобы ту добычу поймать, цератозавр должен был неплохо бегать. Да, все верно. Его длинные задние лапы и мощный хвост позволяли ему развивать скорость до 30 км в час. Да, скорость не самая большая, но на длинных дистанциях она позволяла хищнику удрать от потенциальной угрозы. А оценить максимальную скорость цератозавра ученым помог анализ ископаемых следов этого динозавра, то есть его следовые дорожки.
Карнотавр жил в период среднего и позднего мела. Ученые нашли сходство во внешности современных парнокопытных и этого динозавра, поэтому его имя дословно переводится с латыни как «плотоядный бык». Вопреки ожиданиям, динозавра нельзя назвать очень большим. Его высота, по данным разных источников, была в пределах 2,7–3,5 метров. Длина ящера не превышала 9 метров, а вес – 1,3–2 тонны. Тело карнотавра было покрыто прочной броней, состоящей из отдельных щитков, как у современных крокодилов. На всей длине спины у карнотавра были шипы, как у современной игуаны. Череп украшали рога, возможно, использовавшиеся для привлечения самок или даже для драк. Также он имел длинные задние ноги, короткие передние лапы и мощный хвост, который помогал ему балансировать. А что насчет скорости? По расчетам ученых, она достигала до 35 км в час. Так, в 2011 году канадские ученые Скотт Персонс и Фил Карри в статье с поэтическим названием «Демон скорости среди динозавров» показали, что у карнотавра были очень крупные хвостово-бедренные мышцы. Относительный размер этих мышц у него больше, чем у тираннозавра в 1,5 раза. А так как их размер напрямую коррелирует со скоростью, то карнотавр был одним из самых быстрых хищных динозавров. А уж в тогдашней Южной Америке, наверное, самым быстрым. Струтиомим. Струтиомим – еще один динозавр периода мела. Внешне напоминал страуса гигантских размеров. Струтиомим достигал 4,3 метров в длину и весил около 150 килограммов. Среди других характерных признаков струтиомима можно выделить изящную шею, длинные задние лапы, беззубые челюсти, большие глаза, а также необычное строение пальцев на передних лапах. Первый палец немного противопоставлялся двум другим, что обеспечивало животных хватательной функцией. Передние лапы явно были покрыты маховыми перьями. Наверное, из всех известных динозавров в наших глазах струтиомимы выглядят наиболее привлекательно. Они были похожи на знакомых нам страусов. Особое внимание нам следует обратить на задние ноги струтиомима. Они были мощными и приспособленными для быстрого бега. Ученые предполагают, что длинные ноги и легкое тело позволяли ему развивать скорость до 50 км в час. И такая суперсила была для струтиомима очень кстати. Ведь вместо того, чтобы сражаться, он мог ловко удрать от хищников. А так как зубов у него не было, то бежать было лучшим решением. Чем же струтиомим питался? Да всем, чем придется – семенами, плодами, растениями, насекомыми и временами плотью. А для лучшего переваривания пищи он глотал камешки. Орнитомим. Орнитомим был ближайшим родственником струтиомима. Это были два отдельных рода динозавров, но оба они принадлежат к одному семейству, которое называется орнитомиды или орнитомимозавры. Строением тела орнитомим также напоминал страуса. Длинные худые ноги, бочкообразное тело и голова с беззубым клювом на длинной шее. Главное отличие, конечно, передние конечности. У орнитомима все-таки были лапы, а не крылья. Весил он около 140 килограммов. Название этого динозавра переводится с греческого как «имитатор птиц». Но это только внешнее сходство. Птицы произошли не от орнитомимидов, а от минирапторов. Благодаря длинным мощным ногам орнитомим наверняка хорошо бегал. По оценкам палеонтологов, он мог развивать скорость до 50 км в час. Скорее всего, бегством орнитомим спасался от хищников мелового периода, так как другого средства защиты у него не было. Такие себе мезозойские спринтеры, которые вместо борьбы убегали от естественных врагов. Дейноних. Дейноних был далеко не самым крупным динозавром, но одним из самых лучших охотников мезозойской эры. Он передвигался на двух ногах и был вооружен острыми когтями и зубами. Второй палец на ногах дейнониха отличался большим серповидным когтем, явно использовавшимся при охоте. По одним предположениям, он непосредственно наносил порезы жертве, по другим помогал хищнику цепляться за добычу, удерживаться на ней, давя ее собственным весом. Длина динозавра могла достигать 3,5 метров, а вес от 70 килограммов. Это был очень быстрый хищник. Вероятно, он мог бегать со скоростью более 40 километров в час, а возможно и вовсе более 50.
Строение этого существа своего рода компромисс между скоростью и физической силой. Что-то подобное мы можем видеть на примере больших кошек. Есть основания полагать, что ящер был теплокровным, а его тело было покрыто перьями, как у современных птиц. Собственно, передние конечности динозавра были очень похожи на крылья. Нет, конечно же, он не мог летать. Перья оберегали его от перегрева на солнце и охлаждения, то есть поддерживали нормальную температуру тела, которая была нужна охотнику, чтобы оставаться активным. Кроме того, дейноних и другие подобные существа ясно свидетельствуют в пользу того, что птицы произошли именно от динозавров. Вообще, этот зверь во многом знаковый, поскольку именно дейноних заставил палеонтологов отказаться от представления о том, что все динозавры были огромными, медлительными и бесконечно тупыми. Изучая останки, палеонтологи пришли к выводу, что, по крайней мере, дейноних был резвым и многофункциональным. Галимим. Галимим – еще один представитель орнитомимидов, причем один из самых известных. Страусоподобный динозавр имел длинные задние лапы, лебединую вытянутую шею, относительно короткие передние конечности, длинные сильные лапы с 3 пальцами, перья, мягкий хвост и длинный беззубый клюв. Все у галимима было как у современного пернатого. Даже большие глаза располагались по бокам головы. Хотя нет, все же отличия прослеживались. Галимим был более чем в 2 раза длиннее страуса. Галимим – самый крупный из известных орнитомимид. Взрослые были около 6 метров в длину, 1,9 метра в высоту в бедрах и весили около 440 килограммов. Интеллект рептилии, вероятно, был примерно такой же, как у птиц. Но самое главное – это то, что наш герой носился по степям как ошпаренный. Подняв голову высоко над узкими плечами, галимимусы оглядывались, высматривая опасность, чтобы вовремя скрыться от естественных врагов. Ведь единственный способ защиты галимима от хищников – это убежать как можно быстрее. Это было несложно, ведь динозавр был наделен суперсилой. Он обладал высокой скоростью бега до 56 км в час. Обеспечивали преимущество в скорости большая длина голени и пяточные кости, которые характерны для быстроходных динозавров и птиц. Велоцираптор. В конце мелового периода и всей эпохи динозавров, примерно 75-71 миллион лет назад, на Земле обитали весьма агрессивные хищники – велоцирапторы. В популярном фильме 90-х «Парк юрского периода» их изображали как крупных двуногих существ с кожей, как у ящериц. Однако реальность отличалась от экранизации. Согласно реконструкциям, велоцирапторы имели достаточно причудливый внешний вид, в котором узнаются черты современных птиц и некоторых млекопитающих. Общая длина их тела составляла от 1,5 до 2 метров. Однако из-за наклона туловища их голова находилась примерно на уровне полуметра над землей. Сохранять равновесие и выполнять резкие маневры при двуногом способе передвижения помогал длинный хвост, на который приходилось порядка половины общего телосложения животного. При своих скромных размерах велоцирапторы весили 15-20 килограммов. Несмотря на малый размер, велоцираптор был одним из самых опасных представителей своей среды, благодаря скорости, ловкости, интеллекту и вооруженности. Велоцираптор был прекрасно приспособлен к быстрому бегу. Его тело было легким и компактным. Он обладал длинными ногами, тонкими передними лапами и грациозной, S-образно изогнутой шеей. Он мог разогнаться до 64 км в час. Также это маленькое и проворное животное было вооружено ужасными когтями и множеством острых зубов и охотилось на мелких и средних животных. Мощные челюсти с острыми зубами позволяли эффективно разрывать плоть, а когти использовались для удержания и нанесения смертельных ударов. Дромеозавр. По-латински звучит как дромаеосаурус. Невзирая на тот факт, что по данным научных исторических сообществ он был распространенным динозавром поздней части мелового периода, дромеозавр остается одним из самых малоизученных ящеров. Это связано с тем, что по сей день ученые не могут найти полный скелет. У дромеозавра был массивный череп, обеспечивающий большую силу укуса, и толстые зубы. С каждой стороны челюстной кости располагалось по 9 зубов. На голове располагались большие глаза с огромным углом обзора и превосходным зрением. На каждой ноге дромеозавра имелся особый изогнутый коготь, используемый им для лазания по деревьям и удержания жертвы.
Когти меньшего размера были и на развитых передних конечностях. Они использовались в качестве дополнительного оружия на охоте. Несмотря на то, что в большинстве случаев дромеозавра изображают оперенным, это пока не доказано. Имеются альтернативные реконструкции, где перья отсутствуют вообще или присутствуют в минимальных количествах. Но вернемся к уже известным характеристикам этого зверя. Его шея и хвост были гибкими, что позволяло совершать мгновенные повороты при быстром беге. Судя по строению скелета, дромеозавр был способен передвигаться с фантастической скоростью около 60 км в час. Вполне логично, что при такой суперспособности его прозвали бегуном. Да что там говорить, его скорость и сила делали его одним из самых опасных хищников своего времени. Компсогнат. Компсогнаты жили около 150 миллионов лет назад, в юрский период. Они имели длину около 1 метра и весили до 3 килограммов. Ну, не динозавры, а просто изящные малыши. Но не все так просто. Компсогнаты хоть и были миниатюрными по сравнению с другими динозаврами, но все же они были хищниками. Их рацион состоял в основном из мелких насекомых и ящериц. С такой добычей карликовый плотоядный зверь справлялся без труда, благодаря наличию небольших, но очень острых зубов. Так что, будучи одним из самых маленьких динозавров, компсогнат не пас задних. Он передвигался на 2 задних ногах, а передние, которые были небольшими, использовались им для того, чтобы хватать и удерживать добычу. Кроме того, ученые предполагают, что, несмотря на свою миниатюрность, компсогнат издавал очень громкий пронзительный крик. Также компсогнат обладал хорошо развитыми органами чувств и мог развивать большую скорость. Для такого животного главное в жизни – проворство, а наш маленький тиран на своих тонюсеньких ножках двигался буквально со скоростью молнии. Маленький размер и легкое телосложение позволяли ему разгоняться до невероятных 70 км в час. Узкое туловище с длинным хвостом, гибкая шея – все это делало этого мини-хищника юрким и стремительным. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, какой динозавр впечатлил вас своими способностями больше всего.